Портативная Bluetooth-колонка от компании Anker Soundcore, которая имеет поддержку кодека высокой четкости LDAC, встроенный микрофон, технология Smart Tune, мощное стереозвучание 30 Вт, время автономной работы до 13 часов на одном заряде аккумулятора и защиту от влаги стандарта IPX7. Как вы уже поняли из названия ролика, сегодня пойдет речь о Anker Soundcore Motion 300, но так ли все хорошо, как заявляет сам производитель, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта колонка в хорошо оформленной упаковке, на ней есть краткая характеристика, название и изображение модели. Упаковка выполнена из плотного картона, упаковка по мне отличная. В комплекте мы имеем саму колонку, неплохой кабель с USB Type-C, краткое руководство, вес и габариты колонки вы видите на экране. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого я еще пытаюсь iPhone 15 разыграть, условия по ссылке в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи ему и личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Всем, кто подпишется на этот канал с колоколом, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Приобрести беспроводную колонку Anker Soundcore Motion 300 можно в черной, синей и зеленой расцветке. Разумеется, я ее на распродаже брал. Все, кто на ТГ скидок подписаны, знают, за какие деньги. Дизайн устройства, как по мне, отличный, выглядит колонка достойно. Большая часть корпуса выполнена из пластика с прорезиненной поверхностью, а с фронта установлена металлическая сетка с крупным логотипом компании. Сборка очень качественная, материалы тактильно приятные. Колонку можно класть металлической сеткой вверх, так как с обратной стороны колонки расположены 4 антискользящие ножки, плюс ее можно ставить и на один из торцов колонки, благодаря еще 2 антискользящим ножкам. Также отмечу, что из-за расположения колонки автоматически включается специальный эквалайзер. В вертикальном положении режим погружения, в горизонтальном положении режим 360 градусов, а в подвешенном вертикальном положении динамический режим. Данная технология Smart Tune отрабатывает по мне отлично. Ко всему, предустановки звучания и вправду хорошо настроены. Во время прослушивания музыки колонка не прыгает по поверхности и самостоятельно не передвигается даже на 100% громкости, за что отдельный плюс. На корпусе, кроме уже перечисленного, расположили крепление для ремешка и сам ремешок. Ремешок качественный, прочный, плюс удобно, что он защелкивается кнопкой. Для управления предоставили панель с механическими кнопками, такими как кнопка включения-выключения, которая слегка углублена. Далее есть кнопка для Bluetooth соединения, кнопка для включения режима Bass Up, 2 кнопки для регулировки громкости и кнопка Play-пауза. Из дополнительных команд на борту переключения треков ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, сброс устройства, а также вход в режим стереопары для объединения 2 колонок в стереосистему. Удобно, что все кнопки имеют LED-подсветку. Ко всему, яркость подсветки можно отрегулировать или вовсе ее выключить. Ход кнопок хороший, управление удобное и интуитивно понятное, но переназначить команды возможности нет. Системные звуки в виде подсказок можно отключить в приложении, что удобно. Последнее, что можно заметить на корпусе, это отверстие с тыльной части колонки, за которыми находится динамик и прорезиненная заглушка с разъемом для зарядки Type-C. Далее, микрофон на борту, он расположен за металлической решеткой, отрабатывает он неплохо, я бы даже сказал, что хорошо, так как разговаривать через колонку довольно удобно, но только на расстоянии не больше 2 метров, правда. Летим дальше, мощность 30 Вт, оснащена Anker Soundcore Motion 300 двумя 48-мм полнодиапазонными динамиками и одним пассивным излучателем. Частотный диапазон от 65 Гц до 40 кГц. Из кодеков на борту AAC, SBC и кодек LDAC со скоростью передачи 990 кбит в секунду. Заряд аккумулятора в шторке смартфона отображается, мультипоинт на борту до 2 устройств, но вот выключить его возможности нет. Приходится отключать Bluetooth на устройствах. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством, анимация при подключении отсутствует, что в целом стандартно для портативных колонок. Далее, емкость аккумулятора 3350 мАч, полный цикл зарядки занял 2 часа 30 минут, заявленное время автономной работы до 13 часов, но это на 50% громкости, а также с кодеком SBC. По моим тестам на громкости около 65% с выключенной технологией Bass Up, но по кодеку LDAC колонка прослужила 6 часов 20 минут. И результат, прямо скажем, хороший, так как с кодеком LDAC энергопотребление значительно больше, чем с кодеками SBC и AAC. Если сравнивать с конкурентами, то время автономной работы плюс-минус одинаковое. Во время подзарядки использовать ее можно, но так как модель не рассчитана на постоянную работу от сети, я советую для начала зарядить ее, после чего уже использовать. Автовыключение на борту и данную функцию можно настроить в приложении от 5 минут до 60 минут, за что плюс. Далее, водонепроницаемость класса IPX7, конечно же, я протестировал ее на водонепроницаемость, окунув в проточную воду на 30 секунд. С колонкой ничего не произошло, звучание не ухудшилось, микрофон не пострадал и под заглушку вода не попала. Бросать ее намеренно в воду я не советую, особенно в соленую. Ко всему, я бы ее держал подальше от песка, однозначно.
Motion 300 можно подключить к приложению Soundcore. Оно доступно на русском языке и перевод хороший, как и сам интерфейс. На стартовой странице с подключенной колонкой мы имеем заряд, но не в процентах, за что минус. Но, к примеру, у меня на OnePlus во вкладке Bluetooth заряд аккумулятора отображается в процентах. К слову, индикатор заряда на самой колонке есть, но он обыкновенный. Далее в приложении мы имеем иконку play-пауза, ползунок регулировки громкости, кнопку включения-выключения устройства и эквалайзер. Во вкладке эквалайзер можно включить или выключить адаптивную технологию Smart Tune, настроить для каждого положения колонки свой кастомный эквалайзер. Отмечу, что кастомный эквалайзер реализован отлично, так как можно детально отрегулировать частотный диапазон. Ко всему, можно, отсканировав код стороннего эквалайзера, установить его настройки. Для тех, кто не любит заморачиваться, есть 4 предустановки звучания. На персонализацию звука колонка откликается великолепно, что немаловажно. Так что, если вы хотите вручную что-то подкрутить, проблем никаких не будет. В настройках колонки можно выбрать режим звучания с приоритетом на качество звука или на стабильность подключения, обновить прошивку, и, к слову, мне лично обновление уже прилетало, а также воспользоваться уже перечисленными функциями. Отмечу, что в приложении есть вкладка белого шума с несколькими предустановками, но можно создать и свой белый шум, используя различные звуки, которые есть в приложении. Bluetooth версии 5.3, связь со смартфоном колонка держит стабильно хорошо, в помещении обрывов я не наблюдал, даже через 2 стены, даже с включенным кодеком LDAC. Задержка при просмотре видео на YouTube или фильмов приемлемая, как в целом и в играх, но, разумеется, для шутеров я бы не использовал данную модель, так как она не предназначена для подобного сценария использования. Примеры вы сейчас увидите и услышите. Звучание. Данная модель в основном не для домашнего использования, но, конечно же, никто не запрещает ее использовать дома. Но, возможно, стоило бы посмотреть на другую модель. Что касается Motion 300, запаса громкости достаточно, учитывая габариты. В метре от колонки уровень шума составляет в среднем 95 дБ. Я тестировал в основном данную модель с кодеком LDAC и отмечу, что качество звука лучше по сравнению с 2 базовыми кодеками, но эту разницу не каждый услышит. А вот разницу в звуке с включенной технологией Bass-Up и без ее активации услышать может практически любой. Звучание объемное и хорошо сбалансированное, бас плотный и глубокий, как для подобного форм-фактора. Средний бас в наличии. Середина проработана с достатком, высокие звучат отчетливо и выразительно, звучание детализированное, инструментал легко различим. Меня звучание Motion 300 приятно удивило, конечно, я не ожидал плохого звука от Anker Soundcore, но не думал, что звук в данной модели будет настолько хорош. Опять же для меня, так что, возможно, для кого-то это будет полезным. Я ставлю небольшой пример звучания, но помним, что это после нескольких рендеров, и вы при любом раскладе слышите свои колонки, а не мою. Минусы: нет подключения по AUX кабелю, нет полноценного индикатора заряда на самой колонке, а также колонка довольно увесистая. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Напоминаю, что мой лидер в плане портативной акустики — это Motion Plus от Ankerов, которая уже 3 года выпускается, потом она выпускалась еще в красном цвете. На нее у меня уже, по-моему, даже 2 обзора на канале, так что обязательно посмотрите, почитайте отзывы и решите для себя, какая вам нужна. Здесь вопрос габаритов. Резюмирую: беспроводная колонка Anker Soundcore Motion 300 имеет ряд плюсов. У меня за время использования данной модели негативных эмоций не появилось. Ну, исключительно, может быть, по поводу ценника, который был до распродажи, но я покупал ее на распродаже. Колонка достойная внимания, поэтому от меня девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Куплю, расскажу. Постараюсь, во всяком случае. Добра и удачи вам, дорогие друзья.